Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская с новым разговором для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Сразу на берегу хочу предупредить, что этот разговор для кого-то может показаться несколько рваным, бессвязным, но не записать его я не могу. У меня такое ощущение, что с момента последней записи, которую мы разместили, по-моему, во вторник, 5 марта, внутри меня находится какая-то чаша, в которую все это время складывается вот какими-то эпизодами информация необходимая, но собрать ее в единый какой-то костяк у меня, увы, не получилось. И поэтому я все-таки решила прийти и начать эту запись, потому что если я ее отложу, как я чувствую, то до нее потом у меня руки вообще не дойдут. Сначала я думала, что все-таки я это сделаю позднее, потому что у меня завтра группа, у меня модуль школы, и накануне я стараюсь себе создать такой день тишины, чтобы настроиться на группу, погрузиться вот в ту тему, которой я буду делиться. Но здесь я просто чувствую, что мне надо обязательно это все сделать, потому что иначе потом уже все. Не дойдут, короче говоря, руки. И поэтому я выбрала все-таки прийти, выбрать время, сделать запись. У меня такое ощущение, что это очень важно. Для кого-то, я надеюсь, она будет своевременной. Вот у меня прям чуйка вот прям просто вот говорит об этом. Так вот, сразу хочу благодарить тех людей, которые отозвались после последней записи, в которой я рассказала о ситуации с одной девушкой, когда на нее вылилась уксусная эссенция. И я точно, и также я рассказала кое-что о себе. Это как раз на тему, что нужно обязательно останавливаться, слушать себя, слушать свое тело. Вот. И сразу же после этой записи, помню, первая девушка постучалась, спросила о здоровье. Вот, я ей все озвучила, что на тот момент было. И вот еще дополнительно также рассказываю, что, слава богу, все в порядке, и у меня все в порядке. Уже, как говорится, уже выходим на такой в рабочее состояние. Вот я говорю, завтра группа, насколько это возможно, вообще все нормально. У той девушки тоже, слава богу, все нормально. Она восстановилась, насколько это возможно на сегодняшний день. У нее полностью восстановилось зрение, только один глаз иногда замутнен. Но мы надеемся, что все-таки все будет нормально, потому что это периодически получается. Бывает, в целом, в принципе, все нормально. С носоглоткой тоже все нормально. Там вообще никаких поводов для тревоги нет. То есть, в общем, слава богу, все обошлось. Как она сказала, у меня такое ощущение, что это самым таким бережным способом меня остановили. Я с ней полностью согласилась. Иначе при таких скоростях, наверное, варианты могли быть совершенно другие, плачевные. Поэтому еще раз я призываю вас быть более внимательными к своему состоянию и, учитывая нашу реальность, выбирать все-таки, знаете, как я, наверное, скажу,
тормозящее движение в жизни. Понятно, что иногда остановиться просто невозможно в силу определенных обстоятельств, взятых обязательств, но то, что это нужно притормаживать и делать все возможное для того, чтобы сберечь себя, это однозначно. Еще небольшая ремарка, мне сегодня очень сложно говорить. Наверное, вы уже заметили, что как-то тяжело озвучиваются слова, и вообще информация передается очень тяжело, хотя мне ее обязательно нужно выгрузить. Надеюсь на ваше правильное понимание и предлагаю не цепляться к словам, не цепляться к подаче, а максимально, если вам интересно, конечно, это все, что я делаю, знаете, сесть в таком положении, чтобы как бы откинуться, и позволить этой информации, моей речи просто быть, просто звучать, потому что именно тогда, когда вы будете находиться в таком более расслабленном состоянии, без лишнего анализа, без лишних цепляний, и будет именно то правильное соединение, которое позволит прорасти всему тому, ради чего мы с вами сегодня встретились. Вы же почему-то пришли в мое пространство, включили эту запись, зачем-то слушаете. Так пусть она будет максимально полезной для вас, без лишнего напряжения. Позвольте телу расслабиться, насколько это возможно. Я надеюсь, у вас есть для этого время. И пусть это все, что звучит, просто втекает, как зерна падает в вас. А что нужно, то прорастет, поверьте. Тело мудрое, оно само знает, что взять нужно. Так вот, сейчас я возьму немножко паузу, чтобы дальше пойти. Мне между блоками информации иногда очень нужны паузы. И сейчас такой момент. Все, увидела следующую мысль. Так вот, та девушка, которая постучалась первая с вопросом о самочувствии нашем, рассказала свой опыт. Благодарила меня за записи, и за эту в том числе, и сказала, что очередной раз получила напоминание о том, как важно беречь себя. И она рассказала про свой случай, который с ней произошел еще до нашего знакомства. Как она готовила свое очередное выступление, и для нее всегда была позиция правильная. Если уж делать, то только на отлично. И она чувствовала очень большое напряжение в себе, что все это не просто давалось ей, но она все-таки, следуя своим принципам, дожала. Сама, в общем, была вдохновлена тем, что ей удалось подготовить, как она мне озвучила, шикарные выводы, такие переходы. То есть она сама обалдела от своей работы. И на следующий день также на 5 себя, как она говорит, нафуфырила, все, в общем, подготовила, сделала все максимально, насколько она всегда
с самоотдачей все делала, она пришла в аудиторию к публике, то есть полностью подготовленная. Выступление, пожалуйста, шикарное, сама нафуфыренная. Но то, что стало происходить потом, ее просто потрясло, потому что она говорит, я толком вообще ничего не помню, что происходило, потому что публика перед ней буквально плыла, язык заплетался. И практически, в общем, весь ее труд был, получается, на смарку. И учитывая тот опыт, и теперь уже ее совершенно другой подход к своему состоянию, мы вместе тоже уже определенные шаги сделали. То есть она сделала в моем сопровождении. И вот она говорит, теперь я позволяю сделать и на тройку. Отменить я совсем не могу свою работу, свои выступления, но и добивать себя вот как раньше, чтобы было только на 5 с плюсом, только на отличное, конечно же, это уже не про меня. Вот я про такой сценарий сейчас постоянно говорю, чтобы притормаживать, доделать, если вообще никак невозможно, отменить, перенести. Потому что, да, все здорово, все замечательно, как она говорила, но физически она просто-напросто не вывезла. Она говорит, я слушала вашу запись, и я прям поняла, что я себя просто-напросто вот изнасиловала тогда. Самое настоящее насилие над собой было, что не есть точно правильно. И вот она подтвердила все это полностью. Вот. И также она рассказала про случай, который произошел у нас в городе недавно. И я просто вспомнила, сейчас тоже небольшое отступление, я вспомнила, что весь февраль, я вот посмотрела, в феврале я сделала 11 записей. И все записи практически у меня были только на одну тему, о том, что нужно останавливаться, о том, что нужно сейчас помогать себе, о том, что сейчас это не просто важно, а просто жизненно необходимо, что на кону стоят очень серьезные вопросы, как минимум здоровье, как максимум жизнь. Кто постоянно слушает мои записи, вы вспомните эти фразы даже. Так вот, эта девушка сказала, что, прослушивая мою запись, она вспомнила еще вот о трагедии, которая недавно произошла у нас в Челябинске. Вот. Ушел из жизни замечательный человек, скоропостижно ушел из жизни, почетный гражданин города Челябинска, основатель, художественный руководитель, дирижер Челябинского симфонического оркестра при Челябинской государственной филармонии, профессор Челябинского института культуры Адик Аскарович Абдурахманов на 63-м году жизни. Эта смерть потрясла весь город. Это было очень неожиданно. Причина ухода — инфаркт сердца. И вот эта трагедия стала подтверждением, опять же, печальным, увы, как бы мне не хотелось ошибаться, но реальность показывает, подтверждает все, о чем я всегда говорю, к чему призываю: останавливаться и смотреть в свое состояние, в свое сердце в первую очередь. И вот эта девушка сказала, что она
Она связана с искусством, и в том числе с миром музыки в нашем городе, с музыкантами. И она говорит, что уже слышала не раз, как Адику Аскаровичу иногда становилось плохо на репетициях, и ему предлагали позаботиться о себе, обратиться за помощью, на что он всегда говорил, что он не может этого сделать, что репетиции, оркестр, планы, гастроли. И работала на полную катушку, несмотря ни на что. И вот случилась трагедия. Совершенно неожиданная, конечно же, для всех. А если вот сейчас уже смотреть глубже, к большому сожалению, закономерно, и ведь этого можно было избежать. Да простят меня близкие, если вдруг они услышат эту запись, или люди, которые лично знали этого человека, замечательного музыканта. Я не навешиваю ярлыков, что кто-то что-то сделал не так. Я просто рассказываю факт, который, к огромному сожалению, потому что действительно потеря просто невосполнима. Я озвучиваю факт, который просто произошел. Для того, чтобы, возможно, кому-то из вас показать еще раз, что все очень и очень серьезно. Вот эту фразу я говорю уже не 1 год. И опять же, к моему большому сожалению, ее слышит очень мало людей. И я надеюсь, что благодаря этой записи вы уже почувствуете совершенно новую историю, в которой мы все уже живем. Это для меня не история сплошной печали, страданий, боли, уходов, а это история, в которой нужно просто уметь жить, в которой нужно просто-напросто понимать, что происходит, владеть нужной информацией, позаботиться о себе своевременно. Все. Это все. Просто позаботиться о себе вовремя. Поставить в приоритет себя главное. Вот сейчас жизнь расставляет все и всех на свои места. Сегодня 24-й год. Впервые ко мне эта информация пришла. Мозг, выдай мне, пожалуйста, мою правильную дату, когда ко мне она пришла. Я не думала, что сейчас об этом зайдет речь. Я бы посмотрела хронологию своих постов, записей. Но у меня идет 2 года точно, я уже об этом говорю. Но после записи я еще раз специально залезу в свои записи и посмотрю, потому что эта тема сейчас становится одной из актуальных. Она и была, просто сейчас она уже явная. Так вот, время
расставляет все и всех на свои места. Тем огромное количество, и все актуальные. И в том числе вопрос приоритетов, вопрос ценности. Что истинно ценное в нашей жизни? У каждого свои ответы. И если раньше люди на автомате желали друг другу здоровья, счастья, благополучия, какой-то дежурной фразой, вот эти фразы раньше звучали, то сейчас такой смысл вкладывается в эти слова, он даже кожей ощущается, когда люди вот прям здоровье, причем это говорят даже молодые. Это раньше вот уже там где-то под пенсионный возраст люди здоровья там на первом месте здоровье звучало. Сейчас это у всех на устах. И жизнь. Здоровье и жизнь. Деятельность, реализация, дела, проекты, да, они важны, они безусловно важны. Но, по крайней мере, они точно не главные по сравнению со здоровьем и с жизнью. Вот. Я помню, когда сделала запись о разговоре, о необходимости разговора с сердцем. Это было, по-моему, где-то 1 марта, что ли. До этого я уже слышала об уходе. Адика Абдурахманова. Не получилось об этом сказать как-то, потому что, ну, в общем, лично я с ним не была знакома. Вот. Тем более я еще тогда и не знала причины ухода. А вот сегодня, не сегодня, вот когда эта девушка постучалась после предыдущей записи, то, конечно, я уже поняла, что надо будет об этом обязательно сказать. К большому сожалению, к огромному. Всего 62 года. Очень и очень жаль. И ведь сколько уже таких примеров, друзья. Вот. Поэтому предлагаю серьезнее относиться к своему состоянию в первую очередь. И еще я хочу также из практики рассказать одну историю, которая также подтверждает крайнюю необходимость тормозить и останавливаться. В середине февраля мы с одной девушкой встретились на индивидуальной консультации. И была сделана большая работа. Была проведена перезагрузка полностью.
ее состояние. И результат, конечно же, был сразу виден, потому что энергия просто вот сразу пошла. Ну, если до этого она пришла, так скажем, в определенном состоянии, таком подавленном, естественно, со своими вопросами, в таком припечатанном, я бы сказала. Вот сейчас у меня все время идет такое слово пришибленные, припечатанные, такие подавленные. Ну, в большей части, конечно, такого психологического плана. То после окончания работы, ну, абсолютно другое состояние. И я поразилась тому, что она буквально тут же вот такая активность пошла. Но в этом, конечно, я увидела результат. Высвободилась энергия. Она уже и наполнили ресурсами, все. И вот это уже прям было видно невооруженным глазом. Я еще ей предложила, говорю, давай посидим, чай попьем, ну как-то вот подведем черту. Вот. Я ей предложила. На что она мне сказала, да как-то, говорит, уже же все сделали, уже как-то, ну, смысла нет. Я стою, и я чувствую, что я-то рот хочу открыть, что давай сядем, а мне не дают. Я один раз сказала, предложила. Ну, человек что услышал, то услышал, как решил, так решил. И вот. И, в общем, все мы тут, в общем, быстро это все закончили. Вот. Вначале была ресурсная обратная связь, все нормально. В течение месяца после такой работы я обязательно сопровождаю человека. Вот. Все было нормально, без особых каких-то там тревог. И вот сегодня прилетает, сопровождение еще идет, сегодня прилетает обратная связь, уже совершенно другая. Потухший голос, явно без настроения эта девушка. Вот. И вот она рассказывает, что, оказывается, эту обратную связь она уже не один день хочет мне озвучить. Ну и все, никак не могла к ней подступиться. И вот рассказывает, что очень странное у нее состояние, которое ей категорически не нравится, что стало тяжело дышать. И это чувствуется даже в записи, очень тяжелое такое вот, что стали посещать какие-то мысли, которые ее прям пугают, что она не хочет заниматься своим делом, хотя до этого она всегда транслировала, как она любит свое дело. У нее столько много в последнее время было новых идей, инсайтов, которые она тут же притворяла в своей деятельности, в жизнь, и это давало такие плоды, такие результаты, которые ее радовали, вдохновляли, то есть у нее прям движение там и доход, и все. Ну, в общем, все радовало, все было нормально. И тут совершенно другое состояние. Крылья прям поникли, вся такая потухшая. Я ее слушаю, и подтверждается все то, что я увидела вот именно по завершении встречи. Я увидела, что это было неправильно вот так вот выскакивать из всего этого состояния. Я сейчас, конечно, делаю очень рискованный шаг, что озвучиваю такие подробности своей работы. У некоторых, наверное, может возникнуть вопрос, а где ты была? Резонно. Что типа даже если в твоем пространстве человек делает что-то неправильно, ты-то где и ты-то знаешь. Рискованный с моей стороны шаг, рискованная искренность на грани уязвимости. Это такое обнажение вот этой вот работы, что давайте сначала, если у кого-то такие возникнут мысли, давайте будем как минимум уважать меня за эту искренность, за эту откровенность, которая, я надеюсь, через время
предстанет перед вашим взором уже в другом качестве. Потому что цена этой искренности очень высокая, тогда вы не поймете ценность тех моих слов, рекомендаций, которые я даю просто так, без примеров из жизни. Немного замысловато сказала, но я надеюсь, вы это поймете все-таки. Вот. Так вот, я вам скажу, что да, я работаю с человеком. Да, я помогаю, исцеляю по его запросу. Но и в то же время я не нянька, я не мама, не воспитательница. Я вот кто я? Я человек, который находится на своем месте. И все то, что я озвучиваю, транслирую, я не просто говорю. Я так живу сама, и я это делаю. Так вот, в данном случае реализовались мои предупреждения, которые я уже не раз озвучивала, но они, видимо, звучали только как теория в жизни. Вот здесь вот они реализовались на практике. Первое. Все делать через паузы. В данном случае паузы не было. И вот человек пошел дальше в свою жизнь. Вторая моя позиция. Я помогаю. Всегда. Словом, делом. Помогаю. И если я вижу, что нужно человеку что-то озвучить, но он, мягко говоря, не понимает, я это делаю. Один раз. А дальше все. Ответственность. И тут же реализуется третья позиция. Пришло время взрослых людей. Действительно взрослых людей с января этого года. Все. И поэтому я озвучила один раз, что давай вот сядем, посидим. Человек не услышал. А самый лучший учитель в жизни — это жизнь, это опыт, личный опыт. Эта девушка выбрала пойти вот так, как она пошла, даже будучи в моем пространстве. И я точно знаю, вот если бы я ее начала останавливать и объяснять ей 150 раз, то она, может быть, бы меня услышала, но больше на автомате. И я бы уже не соответствовала тому, что я озвучиваю сейчас. Пришло время взрослых людей. Пришло время личной ответственности каждого за свою жизнь по полной программе. И вот теперь эта девушка имеет опыт, как не надо делать. Она теперь знает, как не надо делать. Потому что когда я на ее голосовые ответила, очень подробно рассказала все, что я увидела, и она полностью со мной согласилась, и она говорит: я сейчас вот тебя слушаю, я полностью, говорит, согласна, все в точку, вот все в точку. Я, говорит, вот сейчас у меня такое сожаление, что вот отмотать бы. А по большому счету только через личный опыт человек у нас познает ценность
того, что сделано, того, что озвучено. И до этого ведь я сколько раз это говорила. Кто-нибудь это делал? Вот мы с ней уже продолжительное время на связи. И вы представляете, вот как вот срабатывают старые рефлексы. Сразу говорю, ни хорошо, ни плохо, мы все такие люди, мы все одинаковые. И вот опыт, приобретение опыта через историю, как не надо делать, это тоже вот часть нашей психики. До нас не доходит, пока мы не набьем в определенные какие-то свои там шишки, не получим определенный опыт. И только тогда мы начинаем уже как минимум понимать, как не надо делать, и начинаем уже действительно делать то, что нужно было сделать. Ну вот так. Я, например, сейчас даже не могу назвать какие-то примеры, когда люди прямо реально слушали и сразу прямо все делали. Все равно это плюс-минус придерживаются рекомендаций. Где-то что-то услышал, где-то не услышал, где-то, ага, вроде бы я понял, где-то не понял. Господи, мы все настолько живые и непредсказуемые, разные, что мы даже не догадываемся об этом. Поэтому, увы и ах, что называется, я предложила не скоблить себя, а взять это опыт и уже точно не спутаешь ни с кем и никогда. Как теперь лучше поступать для себя? Я думаю, я уверена, что сейчас вот эти фразы «жить через паузы», «слушать и слышать себя», еще одна была моя тоже мысль, которая имеет очень большую ценность. И вот сколько раз я ее тоже уже озвучивала, она больше воспринимается как теория. А она имеет тоже сейчас очень огромное значение, очень огромное, наверное, неправильное словосочетание, большое значение имеет. Сейчас надо быть очень аккуратным в своих шагах, потому что один шаг, образно говоря, не туда, может замотать так быстро и не в ту сторону, что выбраться будет очень-очень сложно. Для кого-то возможно, даже невозможно. И вот этот пример тоже служит примером вот этого. Один шаг. Вот буквально закончилась встреча, сядь, посиди, попей чаю спокойно. Минута, 2, 3, 5. Что они сыграют огромную роль вообще? Нет, конечно. И вот этот шаг вот мимо этой паузы привел к тому, что человека замотало. А когда она вышла в реальность, она не успела прожить до конца, что нужно было бы прожить, нагребла уже сверху той пены хаоса из внешнего мира, которых в избытке. И все, ее просто-напросто вот придавило все это. Вроде бы сначала, да, потому что вроде бы, да, было ресурсное состояние, потому что, действительно было сделано много. И оно действительно было. Но она просто не справилась. И опять же, не были сделаны те рекомендации, которые я говорила тоже всегда. Трындычу вот с утра до вечера. Доставайте все свои инструменты. Используйте. Время, сейчас такое время, что это нужно делать постоянно, как зубы почистить. У нас такая реальность. Как бы вы ни хотели жить без этого по-старому, когда вы когда-то без этого жили, сейчас так не получится. Услышьте меня. Кто услышит, чем раньше вы услышите, тем больше блага и пользы вы себе уже сейчас принесете. Вот эти инструменты, которые вам уже когда-то помогли выровнять свое состояние,
очистить его там от внутреннего какого-то балласта, негатива, ну, правильно поймите слово грязи. Личная внутренняя гигиена становится нормой, ребята, нормой. Как зубы почистить, точно так же надо приводить в нормальное состояние, в чистоплотное состояние свою психику. Доставайте все свои инструменты, очищайте себя вот от этого внутреннего токсичного состояния, в котором вы захлебываетесь. Еще раз говорю, не рассосется само. Это нужно делать. Никто за вас это не сделает. Время взрослых людей. Это ваша ответственность, это ваша жизнь, это ваше здоровье. И всем, с кем я на связи, с кем я сотрудничаю, я всегда говорю, вы это делать должны сами. Вы для этого ко мне пришли. Я вас обучаю, я вам говорю, что делать. Но делать это должны вы. Вы же ко мне приходите не просто пообщаться, как мы мило посидели, чай попили. Все, что-то я рассказала, да, это прямо да, зерна упали, мы все молодцы. Это здорово. Так еще задача в том, чтобы вы были более самостоятельны, чем до прихода ко мне. Чтобы вы умели справляться, чтобы вы умели выдерживать, чтобы вы знали, что делать. Так я вам говорю, что делать, так делайте. И моя задача вот вам передать эти знания. Но я же не могу за вас жить вашу жизнь и делать то, что вам нужно. Я делаю то, что мне нужно. А это я делаю постоянно. И сейчас вот эта наука, она становится основополагающей для нашей жизни. Этому нужно научиться взрослым, этому нужно научить своих детей. И потом это будет обязательно в качестве обязательной дисциплины. Я уверена в этом на 100%. Придет время, когда обучение касающееся энергетического состояния человека, обучение навыкам жизни, в отношениях с собой, в отношениях с людьми, в отношениях с социумом, станет обязательным предметом. Я, правда, не знаю сначала в каких школах, но это будет. И то, что сейчас кажется какой-то мистикой, какой-то эзотерикой, становится уже нашей реальностью. Это уже наша реальность. И я не знаю, понимаете вы это или нет, но уже люди не справляются без этих знаний, они уже захлебываются. И цена, пожалуйста, скорые реанимации, известия о летальных исходах. Вот, пожалуйста, отсутствие культуры работы с психикой. От этого зависит все абсолютно. Здоровье, отношения, реализация. Да все абсолютно. Я вот вам объясняю, что нужно делать, чтобы быть просто спокойным, здоровым, ресурсным, делать свои дела. Ну и, наверное, успешным в вашем понимании. Счастливым. Вот ради чего все это делается. И вот эта девушка сказала, я, говорит, все поняла. Завтра ей позвонили, предложили очередные встречи для новых проектов.
И она сказала, что завтра она точно посвящает только себе. Она взяла стоп. Она сказала, что она обязательно все переслушает еще раз, все мои голосовые, ну и свои, конечно, что переслушает обязательно тот разговор о необходимости сердца, о необходимости разговора с сердцем. Она говорит, я его слушала, но такое ощущение, как будто я его слушала на тех же бешеных скоростях, а вроде я его слушала. И она говорит, вот я сейчас, говорит, тебя слышу, и я понимаю, что я его, похоже, вообще не слышала. Потому что я тоже там говорила о той тотальной усталости, о которой она мне сегодня начала говорить. И она говорит, у меня ощущение, как будто я впервые это слово сказала и вообще слышу. А она ведь ту запись слушала, представляете? А мы с ней вроде бы как на связи. А что тогда говорить про людей, которые вообще ничего не делали, которые уже захлебнувшиеся? И постоянно нужно вот это напоминать, останавливать. Пока это не выработается уже в новые рефлексы, в новые вот эти накачанные мышцы, что нужно тормозить и в приоритет ставить себя, свое состояние. И вот слава Богу, что она завтра решила день посвятить себе. И будут новые проекты, и будут новые возможности, и все будет. Только это уже будет другая история в новом состоянии, и все эти проекты будут радовать, а не вызывать чувство безысходности и отчаяния. И одну только там фразу я озвучала: «Оставьте все меня в покое». Вот. Как все на смарку, вроде бы как быстро все сливается, правда, сделана большая работа, все, а вот как будто раз и в пустоту. Да слава Богу, конечно, не в пустоту, а вовремя все это вот остановили, вовремя все это сделали. И сейчас я надеюсь, что ценой этого опыта уже действительно начнется другая история. Тормозите, друзья. Останавливайтесь. Да. Я сегодня, когда гуляла, сегодня дошла до парка, и я прям сидела там, знаете, я думаю, Господи, все, следующую запись я начну обязательно вот с этого начну. Как много в жизни классного, как много в жизни. Весна, птицы поют, Господи, вот это просто, я сегодня дышала на улице, вот это небо, я чувствую вот клетками, каждой клеткой, какая природа живая, как все изменилось, какая земля уже другая, какое небо другое, воздух какой-то другой, все другое. Это не то, что вот весна, а я прям чувствую, как все меняется, пространство меняется. У природы, в небе, в земле на сегодняшний день уже совершенно жизнь какая-то другая точно. Все какое-то живое. Я вот даже смотрю, я уже это тоже озвучивала по временам года уже. Говорю, лето так лето, зима так зима. Вот такой зимы-то у нас вообще уже 100 лет не было. Снега тут вообще выше крыши. Столько было снегопадов, уж снега столько выпало. Просто какое-то чудо расчудесное в этом году у нас было. Вот зима так зима была. До этого осень такая шикарная была. Такое бабье лето. И оно было так долго. Это просто, Господи, чудо какое-то просто. И лето было очень чудесное. Все какое-то вот просто так, как вот должно быть. Я помню, у меня когда-то до этого была прям
такая чуть ли не паника, боже мой, как будто мир сошел с ума. Лето на зиму похожее, там все перепутано вообще было. В природе как будто все там с ума посходили. Но слава богу, все нормализовалось, все встало на свои места. В природе уже все встало на свои места. И вот я хотела вот именно начать запись с жизни. Ну вот, честно говоря, уже вот хочется как-то о том, как много прекрасного в этой жизни. И оно есть. И вот я сегодня сидела, дышала, слушала птиц, смотрела на небо, на просыпающиеся вот эти вот соки жизни, которые чувствуются, прям во всем чувствуются. Так хочется больше об этом говорить. Краем глаза, конечно, много чего я еще увидела. Ой, но думала, нет, я все-таки начну вот прямо вот с такого вот жизнеутверждающего, ресурсного. И вчера праздник такой был, и действительно прям в атмосфере ощущалась вот какая-то иная, какая-то нота такая. Любви, радости, какой-то заботы, неги, вот какой-то такой вот нежности какой-то. Я тоже сейчас вот вспоминаю 8 марта, я как-то не помню, чтобы вот это ощущалось в пространстве. А вчера это было. И сегодня вот я пришла в парк, много что начала цеплять из разряда, как бы не хотелось бы, но я решила все-таки буду начинать вот с доброго, светлого, такого ресурсного, вкусного. И вот все равно началось с того, что началось. Ну, друзья, как обычно я говорю, не я такая, жизнь такая. Чтобы это все чувствовать, видеть, наслаждаться, нужно иметь состояние, ресурсы, все это видеть и чувствовать, и наслаждаться. И каждую свою запись я говорю для того, чтобы вы себе помогали это делать. Я была бы рада говорить на другие темы, но, к сожалению, сегодня жизнь нам диктует, буквально тычет буквально, как нам говорят, face em up table. Как не надо делать, и все-таки что надо делать. Не надо носиться, не надо себя отставлять, не знаю, в какую тьму таракань. Не надо все стараться вылезать, добить на 5 с плюсом, когда уже жилы трещат и зубы в крошку. Не надо. Побережнее к себе, чтобы все это просто сберечь сейчас, себя сберечь и сберечься. И ведь еще выдерживать надо и дальше эту жизнь, правильно? Ну вот чтобы вот силы были на это, включить тормоза. У кого получится стоп, замечательно. Вот какой-то девушке она завтра говорит, все, я завтра посвящаю только себе. Да замечательно. У кого не получается, делать дела, но уже не на 10 с плюсом, а на ту же 3. И будет достаточно. Позвольте себе быть просто людьми, обыкновенными, живыми. И поверьте, рядом точно такие же люди, которым точно так же
фигово и хреново. А если уж человек на своем месте, он в любом случае рот откроет, он скажет именно то, что нужно сказать. А я уверена, меня слушают именно такие, которые на своем месте. Я почему-то в этом глубоко уверена. А если вы еще его прям так тотально не нашли, то я уверена, что вы на пути к нему точно. А это просто путь и опыт. С учетом нашей реальности, что очень важно. Сейчас просматриваю ту чашу, о которой я вначале говорила, что туда складывалось все, и непонятный микс получился. И я понимаю, что до некоторых эпизодов у меня, конечно, речь не дошла. Это тоже очень важные рекомендации. Ладно. Не буду сильно тоже перегружать. У меня такое ощущение, что эта запись больше, знаете как работа над ошибками, что ли. Ее тоже нужно делать для того, чтобы не повторять. И сейчас я вспоминаю слова Владимира Медынского. Сегодня я слушала на канале «Культура» его рассказы из русской истории. Он рассказывал об императрицах Российской империи. Очень интересная тема была. Мне вообще очень близко все, что он делает, рассказывает. И он очень символично закончил сегодняшнюю встречу. В завершении своего рассказа он всегда говорит о своей любви к истории, о нашей любви к истории, как он говорит. Чтобы знать ее, учиться, не делать того, что не нужно делать. Вот. И он сказал такую фразу, которая прям мне запала, что дословно, конечно, я вряд ли смогу повторить, но смысл у нее был такой, что прям подзастряла я. Друзья, наверное, на 5 я эту фразу не смогу повторить. Позвольте, я ее вот своими словами, как помню, так и выдам, чтобы себя не насиловать. Смысл был такой, что сейчас, мозг, соберись. Ой, други дорогие. Надеюсь на ваше правильное понимание. Подзастряла я в конце уже. Сейчас.
Как он говорит, я благодарю вас за любовь к русской истории. И я прихожу сюда, чтобы обучить тех, кого еще можно обучить. Ну, смысл был такой, кто еще не потерян. И я когда ее услышала, но она у него, конечно, прозвучала очень так славно и просто шикарно. И я прям ее в себя положила, я с ней полдня была. Сейчас сколько время? Без 15:10. Где-то у него встреча где-то закончилась, по-моему, где-то в 3-4 часа. Но вообще все это время она была во мне. И я прям почувствовала, что я ее обязательно, наверное, тоже скажу. Ну, вот видите, надо вовремя выгружать, а иначе, наверное, потом бы вообще куда-то все это, не знаю, заделать. Потому что с мозгом происходит что-то невероятное. Так вот, и вот я поняла, что я тоже сюда прихожу, чтобы поделиться с теми, кто еще слышит. Грустные выводы. И я эту грусть словила в Медынского тоже. Вот. Но он делает свое дело на своем месте. Я делаю мое дело на моем месте. И сейчас я все-таки прихожу и говорю, и буду говорить с теми, кто готов слушать, слышать и брать пользу для себя. У Медынского зал был полный. Зал, который был предназначен для этого лектория. Я не знаю мою аудиторию. Я не представляю, сколько людей меня слушает, слышит и еще услышит. Но в любом случае я делаю это искренне. Надеюсь на ваше правильное понимание тех моментов, которые далеки, даже здесь накладка получается, далеки от идеальных лекал. Но в любом случае для меня самое главное сейчас — это живое слово и разговор именно с сердцем. Я обращаюсь к вашим сердцам. Если вы будете слушать своим сердцем и слышать, вы все услышите и возьмете, и преобразуете во благо для себя. Вот для этого я прихожу. А все остальное, как-то девушка сказала, шикарные фразы, шикарные переходы, шикарные выводы. Это все здорово. Но сейчас не главное точно. И придет время, и будет более простроенная речь. Ну а сейчас так, как получается, как может. Главное, я что-то сделала по мере своих сил, возможностей. И меня это уже радует. Желаю вам такой же дружбы с собой и такого же согласия с собой. Я на связи. Вопросы, отклики. Буду только рада. Всех благ. До свидания.